Это один из самых крупных кораблей в моей коллекции. И еще раз скажу, что модель очень красивая. Детальные самолеты трех видов, о которых я расскажу подробно попозже. Много тонких деталей фототравления. Я несколько раз уже обращал на это ваше внимание. Авианосец Арк-Роял был настоящим плавучим городом. За 2 года своей карьеры корабль успел поучаствовать в нескольких славных боевых операциях флота Его Величества. Самой известной из операций, конечно, является охота на Бисмарк. Именно с такого самолета Swordfish была опущена торпеда, что повредила ходовую часть немецкого линкора и позволила английскому флоту догнать Бисмарк. Итак, все еще 13-я страница. Я собираю большую корабельную надстройку, устанавливаю бинокли, верхнюю часть, леерные ограждения, мостики сверху. Страница 14. Все детали на своих местах. Я всегда так делаю, если деталей много. Это помогает не потерять ни одну из них и не запутаться в процессе сборки. Я продолжаю собирать главную и единственную надстройку авианосца. Деталей довольно много. Вот 3 одинаковых прожектора. Наверху. А этот мостик, сейчас я покажу его, когда закончу со средним прожектором. Мостик надевается на палубу, на мачту. Вот так, вниз к палубе. Примерно так. Идет, кстати, туго. Я увеличу отверстие для стоек мачты и устанавливаю вот эту деталь. А теперь мне необходимо сложить квадратом этот леер. Вы видите процесс. После чего я приклеил ограждение на площадку и тоже одел это на мачту. Вот так сверху. Я собираю дымовую трубу, внутри вставляются 2 тонкие трубы и деталь склеивается. Необходимо склеить это без щелей. Под дном этой площадки с гнездами мне нужно приклеить треугольные поддерживающие детали, которые приклеиваются долго и очень неудобно, но в результате все равно все получается. А в эти гнезда вставляются малые прожектора. И вы видите отверстие для малых прожекторов. Сейчас я нанесу клей и вставлю прожектора и часть леера. Совсем небольшая. Я собираю верхнюю часть дымовой трубы. Сейчас приклею эту решетку к основанию. И все вместе я приклею на верхнюю часть трубы. Круглое ограждение приклеено к площадке. Я продолжаю работу над дымовой трубой. Вот собранные раньше прожектора в гнездах. Они установлены на дымовую трубу. Сверху устанавливается собранная часть дымовой трубы. Эти выступающие трубы я потом подкрашу. Продолжается работа по сборке настройки корабля. Эта часть будет приклеена сзади. Еще одна тонкая трубка. И я буду устанавливать собранную дымовую трубу. Вот так, сзади. Вот эта трубка. Вот труба сверху. Дальномер на мостике. Это будет впереди. Но я установлю это потом. Большая площадка на вершине мачты с радаром в кожухе. Обычно такая называется Марс. Надстройка корабля почти готова. Мне осталось приклеить несколько деталей. Вы видите, что я это делаю. Вы видите трап. Ну и небольшое дополнение. Тот мостик впереди, о котором я уже говорил. Теперь все полностью готово. А я демонстрирую вам палубу авианосца. Этот штырь мне надо убрать. Я собираюсь заняться декалями. В инструкции нет точного указания, когда это нужно сделать. Вот я убираю это. Я решил, что буду приклеивать картинки перед началом работы над 15-й страницей. Картинок много, я пока вырезаю их.
Ну, а вот все лежит на рабочем столе. Декали длинные, мне понадобится тарелка с водой. Вы видите процесс нанесения переводной картинки на палубу. Это получилось быстро и удобно. Широкая белая полоса по всей длине взлетно-посадочной палубы авианосца. Эта линия состоит из 3 частей. Это разметка на носу корабля. Вот. Вы видите с одной стороны и с другой. Дальше будет разметка люков лифтов. Видите, это люк лифта, и я покажу вам видео, чтобы было понятно, о чем я вообще говорю. Их 3. А вот из трюма на лифтовой площадке поднимаются офицеры, технический персонал. Будет тащить самолет к лифтовой платформе. И вот самолет уже на палубе. Он поднимается на лифте. Они для этого и существуют. Я перескакиваю обратно на 15-ю страницу, потому что на ней инструкция по сборке самолетов. Я хочу сначала полностью закончить с кораблем. Итак, вместо 15-й 16-я страница. Я устанавливаю сеть-уловитель, затем я приклеиваю на места установки ПВО и защитный экран между ними, а теперь я устанавливаю надстройку корабля на палубу. И впереди еще одну такую же установку ПВО. Эту сеть я могу даже продемонстрировать в работе. Я приклеиваю это к стойкам. Вот так эта сеть для гашения скорости при посадке самолетов выглядела на самом авианосце. Сейчас я покажу видео, вот ее так поднимают. Ну, а дальше, как я и говорил, я подкрашиваю трубы черной краской. И время перейти к авиагруппе Ark Royal. Это истребитель, а это штурмовик, а это биплан-торпедоносец, я уже говорил пару раз, летающая лодка Каталина на палубе. В комплекте модели такой летающей лодки нет. Страница 15, вот детали самолетов, и я начну с середины, а именно с Fulmar. Истребителей нужно сделать 4, производитель нас не напрягает большим количеством деталей. Все, что есть, вы видите, я устанавливаю на место шасси самолета. Затем я собираю фюзеляж. Стеклянной кабины у модели самолета нет. Я уже подкрасил шасси и пропеллер в черный цвет. Теперь я приклею этот пропеллер. Самолет готов. Все 4 готовы. Этот покрупнее. Это самолет Blackburn, штурмовая авиация. Техника сборки не отличается от предыдущего истребителя. Деталей мало, детали аккуратные. То же самое. Сначала приклеивается шасси, затем собирается фюзеляж, прищепка на него для того, чтобы не было щели. Я устанавливаю хвостовое оперение и пытаюсь его корректировать. Этих самолетов тоже 4. Я приклеил плоскости крыльев. Мне необходимо замазать некрасивую щель на фюзеляже. Последняя деталь — это пропеллер. Самолет готов. Готовы все 4. А теперь самый сложный из всех самолетов авиагруппы — легендарный тихоходный биплан Swordfish. У этой модели много деталей и присутствует фототравление, поэтому собирать каждый самолет я буду долго. Фюзеляж зафиксирован. Вот таким образом. А это двигатель самолета. Я приклеиваю пропеллер. И пока высыхает клей, я продолжаю собирать технически сложные двойные плоскости биплана. И вроде бы у меня получилось. И пока я займусь хвостовым оперением торпедоносца. Вот плоскости биплана. Хвостовые оперения, а это плоскости. Пока клей еще не высох, я займусь окраской кабины истребителя. Я традиционно использую серебряный цвет для фонаря кабины пилота. Итак, декали. Пока декаль в воде, я покажу вам несколько кадров видео. Главное оружие авианосца — это торпедоносец Swordfish. Устаревший самолет ругали за тихоходность и прочее. Но на таких летали герои. Вот съемка с борта такого самолета.
Переводные картинки ложатся на место не сразу. Мне нужно корректировать их каждый раз. Ну, смотрите, все готово, можно собирать. Вот готовы истребители и штурмовики с британскими кругами, а мы наблюдаем взлет самолета с палубы авианосца Ark Royal. Ушел в небо. А я буду заканчивать сборку торпедоносцев, буду приклеивать плоскости к фюзеляжу. Вот таким вот образом. Я приклеиваю, устанавливаю декали на истребитель. Я работал над самолетами одновременно, чтобы дать клею и декалям высыхать. И я устанавливаю шасси и черную торпеду на Swordfish. Ну и пропеллер будет на месте. Снова видео. Посадка этого торпедоносца на палубу Ark Royal. Торос зацепился за крюк, самолет остановился. Плоскости сложены. Посмотрите, Swordfish отправляется на лифте в трюм. Итак, наша авиагруппа полностью готова. Пожалуйста, полюбуйтесь на нее. Мы наблюдаем эти самолеты все вместе. О, посадка этого штурмовика на палубу нашего Ark Royal. Хорошо, видно крюк. Я устанавливаю на палубу последний из таких самолетов. Вот видите, это штурмовик. Вот он здесь будет стоять. И теперь авианосец полностью готов. Вот фото. Наши самолеты выстроились, ну, очень похоже. Я покажу, что в результате у меня получилось. Модель отличная, производитель замечательный. Мне было приятно работать с авианосцем. Взгляните на модель на рабочем столе. Но моя работа еще не закончена. Вот посмотрите видео. Команда корабля машет кинооператору. Название корабля перед нами. Адмирал Соммервилл и капитан корабля Монт теперь перед нами. Ну и еще один пролет над уже собранной моделью корабля. Я рекомендую эту модель исключительно опытным моделистам. У вас все получится, и вам будет приятно собирать этот крупный, необычный, удобный боевой корабль. Но для этого нужен опыт. Я оцениваю эту модель как достаточно сложную. Посмотрите, пожалуйста, на нее еще раз. Мне пора заняться такелажем. Процесс наклеивания ниток на мачты не интересен. Я не снимал видео на эту тему. Как вы видите, здесь такелаж авианосца прост и незатейлив. Не заставит нас мучиться, и я использую нить диаметром 0,3 мм. В солнечном свете хорошо видно, как нить расположена. Вот полная схема такелажа корабля. Как видите, все просто. Ark Royal служил недолго, всего 2 года войны. Авианосец погиб 13 ноября 1941 года от торпед немецкой подводной лодки типа 7С или С. Бортовой номер 81. Команда успела спастись. Корабль на глубине около километра, в 30 милях от Гибралтара лежит. А вот, кстати, та подводная лодка, что уничтожила героический авианосец, я собрал ее недавно. Мне показалось интересным объединить их в фотокомпозицию. Вот насколько подлодка меньше авианосца. Специально расположил подводную лодку на палубе. Сколько таких лодок тут уместится? Так вот, я обещаю, в следующем видео я расскажу, как собирал эту подводную лодку. Прощаюсь. Прошу вас подписываться. Я рад вашим замечаниям и любому общению. С вами был ваш Артизан Мороз.